Сегодня ханингуем цилиндры. Вот такая щетка ханинговочная. Здесь шарики с зернистостью 240 грит. Диаметр 3,5 инча, или это, по-моему, 89 миллиметров. У меня цилиндры 78 миллиметров. Ну, как раз щеточка должна быть чуть-чуть больше диаметра цилиндра. Я уже намазал маслом немножко. Значит, масло обязательно при ханинговке. Масло должно использоваться от 10 до 30 W. Я буду использовать 20. Это масло, которое я заливал в двигатель, в коробку передач. Уклона здесь практически нету. Вот зеркальная поверхность. Значит, инструмент промазываем маслом, например, щеточкой. Ну вот результат. Где-то полминутки я в одну сторону покрутил и назад. Вот второй цилиндр, такая же ситуация. Блестит, он уже в масле. Так, главное зайти с проворотом и выйти с проворотом. Вот так. Так, в другую сторону. Вот результат. Значит, после ханинговки нужно поверхность смазать маслом, чтобы предотвратить ржавчину. Я потом все равно буду их мыть, то есть пока что они полежат у меня недельку. Чтобы ржавчина не образовывалась, нужно смазать.
Щетка должна вращаться при заходе в цилиндр и при выходе. То есть ни в коем случае нельзя оставлять ее неподвижно в цилиндре, чтобы потом, вытаскивая, не сделать продольных царапин. Значит, скорость вращения от 500 до 800 оборотов в минуту. И где-то каждую секунду нужно делать заход. 1-2 захода в секунду. Туда-назад щетку вдоль плоскости гильзы проводить. 20-45 секунд это время каждого сеанса ханинговки. То есть я планирую 30 секунд в одну сторону покрутить и 30 секунд в другую. И нельзя еще использовать растворители для очистки цилиндра после ханинговки. И также цилиндры нужно чистить, промыть горячей водой с пеной, со щеткой и нанести на них масло, чтобы не появилась ржавчина. Вот каталожный номер